Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события произошли, какие события грядут, какие новости, как это повлияет на движение котировок нефти, рубля, доллара, евро, золота и других активов, которые могут представлять интерес. Так, давайте начнем с календарика. Сегодня в 15:30 опять данные по занятости в Соединенных Штатах. Это изменение числа занятых в несельхозсекторе, то есть в ключевых секторах экономики, и общий уровень безработицы. Фактически это подтверждение той позитивной динамики, которая публикуется по четвергам. Есть определенные статистические раскорреляции в подсчете этих данных, и поэтому иногда бывает так, что данные о первичных заявках по безработице, которые публикуются в четверг, они не всегда лежат в канве того, что происходит с общим уровнем безработицы в Соединенных Штатах. Но здесь наиболее вероятно все будет чинно и ровно. Помимо всего прочего, выступление председателя ЕЦБ Лагард, то есть сегодня по евро весьма вероятно будут скачки. И здесь еще такой интересный фактор, который заключается в том, что эта неделя начала нового полугодия второго, это раз, с одной стороны. То есть здесь уже можно сказать в конце июня зафиксировали прибыль, начали готовиться к новым торговым идеям, наборам позиций, фонды, спекулянты, инвесторы. Но здесь есть такой момент, что 4 июля день независимости Соединенных Штатов, соответственно понедельник выходной день, то есть получается длительные выходные, а обычно американские финансисты любят перед длительными выходными пофикситься. Так что я думаю, этот фактор на сегодня будет достаточно значимым. Так, друзья, еще из ключевых, из важных событий. Ну вот есть такое пояснение, что рубль падал на фоне крупных выплат Роснефти и конвертации в валюту. Ну, на самом деле, если посмотреть динамику, рубль в большинстве случаев всегда падает в конце месяца. Тем более, когда этот конец месяца совпадает с концом квартала и тем более полугодия. Поэтому здесь, это один из факторов, я не думаю, что это ключевой фактор. Так, далее. Переговоры ОПЕК закончились скандалом. Объединенные Арабские Эмираты заблокировали сделку. Хотят больше добывать нефти Объединенные Арабские Эмираты, больше, как в 2018 году. Разумеется, такая позиция не устраивает ни Россию, ни саудитов. И поэтому Санта-Барбара продолжается. Сегодня они опять будут проводить переговоры. Но смотрите, здесь на самом деле вообще все вопросы, связанные с сокращением добычи, они, конечно, наименее выгодны России. Это связано с тем фактором очень значительным, что вот эта вся ближневосточная нефть, она, как правило, легко добываема. И до сих пор у них очень невысоки издержки на добычу. В России так называемая легкая нефть, имеется в виду не легкая по фракциям, а легкая по добыче easy money, easy oil, она уже давно закончилась, и основная масса нефти, во-первых, добывается в достаточно суровых условиях, во-вторых, если сокращается добыча, потом значительные затраты требуются на ее восстановление. Не говоря уже на то, что истощаются и истощились разведанные геологические запасы нефти. Поэтому гнев здесь вполне праведный со стороны и России, и саудитов, потому как Объединенные Арабские Эмираты хотят просто на других выехать. Да, текущая ситуация такова, что спрос на нефть опережает предложение, поэтому цены на нефть держатся высокими. Скорее всего, даже вот эта договоренность, она значительно не повлияет на цены на нефть, потому что моментально спрос не упадет, а добыча не вырастет. Поэтому здесь, конечно, может быть короткое колебание, но мы с вами видим, какой мощный бычий тренд идет по нефти, и ничто его пока на текущий момент не может сломить. Потому как ни крути, но американская экономика, которая открылась, прочно села на колеса и поехала кататься, она требует нового огня нефти. Так, вот еще такой момент, что в России произошло незначительное снижение добычи нефти за прошедший месяц, но в целом с начала года произошел рост добычи. Так, друзья, далее Соединенные Штаты. Смотрите, здесь кипят страсти по Робин Гуду, пытаются их по-всякому привлечь, оштрафовать, ограничить. В
вполне справедливо считают, что они имеют отношение к манипулированию рынка. Ну, здесь сама человеческая природа такова, что если человек имеет возможность заработать больше, он всегда будет зарабатывать больше, никуда от этого не деться. Поэтому вполне логично предположить, что те люди, которые либо стоят за этой компанией, либо непосредственно участвуют, они весьма вероятно делают вот эти все ставки на разгон акций и не обижают самого себя. Вопрос только, как они это реализуют, потому что в Америке манипулирование рынком, оно очень сурово и жестоко наказывается. Вот, поэтому, как говорится, все знают, но пока никого конкретно точно за руку вроде бы не поймали. Ну, может быть, поймают. Тут вечная борьба меча и щита. Так, ну еще в Соединенных Штатах идет в различных формах преследование судебное Дональда Трампа и его сторонников. Это делается для того, чтобы не дать Трампу попасть в Конгресс, в Сенат, там осесть и продолжать бузить. Так, друзья, давайте перейдем к позициям. Ну, здесь, собственно говоря, 5 июля, это понедельник, не торговый день по американским бумагам, потому что в Соединенных Штатах 4 июля день независимости, соответственно, 5 июля понедельник, это выходной день. Так, друзья, позиции по РТС. Ну, здесь боковик, но, наверное, все-таки ближе к концу дня будет фиксаж, потому что американские спекулянты будут фиксироваться, ну, даже если не по российскому рынку, то по американскому рынку. И здесь как раз есть достаточно устойчивая взаимосвязь между движениями ключевых российских активов и движением в американских индексах. Так, по Газпрому боковик. Сбербанк. Ну, здесь фактически тоже ставка на боковик, но его, в общем-то, достаточно ощутимо придавили на текущий момент. И здесь, я думаю, высока вероятность того, что он в любой момент может отскочить и сходить на 320, а то и 340. Так, ВТБ что-то на него ополчились, хотят его загнать вниз. Так, Норильский никель. Ну, здесь ситуация пока до конца не ясная, но Норильский никель, судя по тем сделкам, которые происходили по выкупу, весьма вероятно его будут все-таки выталкивать наверх. Так, друзья, сишка рубль-доллар. Здесь ставка на то, что доллар будет продолжать расти к рублю. Ну, по рубль-доллар мы сейчас детально на графике посмотрим. Евро-рубль. Здесь тоже ставка нет. Здесь ставка на то, что будет либо консолидация, либо будет снижение евро к рублю. Евро-доллар. Здесь ставка на проседание евро. Золото. А вот здесь ставка на рост. Серебро. Тоже ставка на рост серебра. Природный газ. Здесь, видимо, ожидают, что перед выходными будут фиксировать позиции и природный газ немножко просядет. Так, друзья, далее Китай, CSI 300, недельный таймфрейм. Китай разочаровывает, потому что весь волшебный рост, который наметился, он слит. Вот. Пока критические значения не пробиты, но тем не менее все равно неприятно. Ну и по сути, переходя на дневочку, получается весь волшебный рост, который был, он растерян, и вернулись в ту точку, откуда было инициировано вот это движение, которое давало надежды на то, что Китай развернется и улетит в космос. Но смотрите, здесь пока говорить о том, что Китай сломлен, я думаю, преждевременно. Ключевые уровни не пробиты. И длительные выходные в Соединенных Штатах, как вариант, здесь просто фиксанулись, а на следующей неделе будет продолжение попытки взять 5300. Ну, мне кажется, это наиболее здраво, наиболее логично в текущих реалиях. Ну и здесь есть уровень волшебный 5050. Вот он, если пробивается, то, по-видимому, не состоится игра с набором позиций и дальнейший рост. Так, друзья, далее NASDAQ. NASDAQ, дневной таймфрейм, тоже находится на хаях. Забрался он высоко, и что с ним делать теперь непонятно. Так, далее VIX, дневной таймфрейм. Но VIX пока находится в такой зоне, которая указывает на то, что, в общем-то, рынки будут консолидироваться на достигнутых значениях. Опять же, как видите, его ниже не пускают. То есть все уходы, которые происходят в район 14-14,5, их выкупают и возвращается он назад в этот консолидационный диапазон. Так, далее S&P. S&P поставил новый рекорд. Ну и здесь предполагается, что, наверное, все-таки он немножко откатится в район, например, 4300
280 вот куда-то сюда на закрытие сегодняшней торговой сессии. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Ну, по золоту у нас пока движение вот в этом боковике идет. Хотя, вот сейчас перейдем к индексу доллара, дневной таймфрейм. То есть здесь есть существенная раскорреляция между тем, что индекс доллара просто улетает. Еще немножко он отработает вот эту цель верхнюю. А золото чувствует себя достаточно устойчиво. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Здесь сейчас идет попытка коррекционного отката. Цель этого отката 1773. Ну и этот коррекционный откат, он не сработает, если в ближайший час-два будет пробитие 1780. Если такое происходит, то мы отсюда пойдем тестировать 1785-1784. Я думаю, все-таки более вероятно сегодня, что будет здесь пробой и попытка потестить 1771-1773, вот этот диапазон. Так, друзья, далее нефть, бренд, недельный таймфрейм. Ну, смотрите, здесь на недельном таймфрейме все, собственно говоря, видно. Идет вот эта восходящая динамика, и на этой неделе реализуется попытка разворота и коррекционного отката. Если такое вдруг произойдет, то для этого надо, чтобы было сначала пробитие 74, потом 72. На текущий момент вероятность такого события, с моей точки зрения, невелика. Здесь, я думаю, весьма вероятно, сейчас мы часовик откроем, но сначала дневочка. То есть, если откат и будет, то наиболее вероятное движение это 74,5, 74,4, не более. Так, ну вот по часовику идет сейчас снижение, но это снижение, оно, мне кажется, выдохлось, и весьма вероятно, что вот как раз от значения 75,4, 75,5 здесь произойдет разворот и пойдет коррекционный отскок с целью потестить 76,2, вот это значение. Если 75,4 мы пробиваем, то здесь наиболее вероятно следующая цель движения будет вот сюда, вот это в район 74,5, 74,45. Вот сюда, к этому значению. Опять же, критерий того, что по нефти развивается действительно реально коррекционный откат, это пробитие для начала 74 и закрепление. Пока таких оснований здесь, исходя из графика, не наблюдается. Так, друзья, далее природный газ, дневной таймфрейм. На дневном таймфрейме здесь у нас попытка разворота и коррекционного отката. Цель этого отката 3,3. Ну, сейчас говорить об откате, мне кажется, преждевременно, потому что закрытие недели перед длительными выходными в Соединенных Штатах, и здесь наиболее вероятно, что будет просто диапазон колебаний 3,59, 3,67, вот здесь вот. Опять же, если идет движение вниз и будет пробой 3,5, который ключевой уровень для природного газа, тогда мы в моменте можем увидеть задерг движения на 3,3. Но с учетом дисбаланса спроса и предложения, я думаю, сейчас делать ставку на то, что природный газ будет падать, пока преждевременно. Так, друзья, далее Роснефть, меня попросили ее рассмотреть. Тем более сейчас все информационные источники, они прямо жужжат по поводу того, что EBITDA, выручка и чистая прибыль у Роснефти будет просто космическая в этом году, и ее погонят к 1000. Так, ну вот если переходить уже от месяца к недельке, здесь у нас получается как раз сейчас очень важный момент тестирования на пробитие 590. И вот как только 590 пробивается и происходит закрепление, здесь открывается портал движения, ну, наверное, на 720. Но опять же, если сравнивать потенциал движения, с моей точки зрения, все-таки Газпром, он более интересен, потому как он не отработал то, что у него было в 2008 году. А Роснефть, вот ее график, она уже фактически на хаях. Но если ориентироваться на дневной таймфрейм, то здесь ее, видимо, сейчас пытаются разогнать, пробить 590 и потестить хотя бы для начала не 720, но хотя бы 615-620. Так, ну и переходя к часовику, здесь получается началось движение, цель которого потестить, пробить 590. Но вот это движение, с учетом того, что конец недели, если будет коррекционный откат с пробитием 575-570 вот этого диапазона, ее могут вернуть вот сюда, вот на 551. Поэтому здесь с этой бумагой ситуация такова, что
Действительно, фундаментальные показатели у нее выросли. Очень много источников дают информацию о том, что по ней сейчас пойдет рост, но до конца года. Вот. Но с технической точки зрения, действительно здесь отмечается импульсы, которые ведут ее наверх. Ну и, собственно говоря, в ближайшие дни, сегодня, либо начало следующей недели покажут. Если здесь возникает пробой и закрепление, то весьма вероятно, у кого-то есть серьезные намерения бумагу существенно разогнать. Так, друзья, далее Сбербанк, часовой таймфрейм, сразу по нему ставлю. Ну, смотрите, Сбербанк немножко придавили. Ну как, его не придавили, просто появились другие идеи, и капитал перешел в другие идеи. Если анализировать движение голубых фишек российских, то можно обратить внимание, что чаще всего рост происходит индивидуально. То есть одна идея отыгрывается, начинается переток капитала в другую, либо в другие. Соответственно, сейчас пока к Сберу интерес притушили, но по нему сейчас весьма вероятно, вот здесь произошел набор позиций, и ближайшая цель для отскока — это отработка 313, потом закрытие гэпа на 320 и уход в район 340-345. Здесь вот это все накопление, если будет коррекционный откат с пробитием 300, то все это накопление его сольют, и никакого роста в ближайшее время не произойдет. Так, друзья, далее Русгидро. Вопрос, что делать, что делать. Ну, смотрите, здесь по Русгидро идет четкое поджатие к 87 копеек. Как только здесь будет пробой и закрепление, то поведут ее очень быстро на 94-96. Ну, сейчас конец недели, я не думаю, что эту бумагу сегодня будут двигать. Вот в понедельник, допустим, когда Америка будет закрыта, то здесь есть все основания для того, чтобы ее подпихнуть. Ну, а сейчас здесь, я думаю, на сегодня наиболее здравый — это боковик в диапазоне 85-77, 87. Вот. Опять же, если все-таки пробой здесь будет на объеме, то могут ее и сегодня под конец недели утащить на 94. Но мне кажется, пока вероятность такого события, она не столь велика, хотя по количеству и силе ударов, которые были в этот уровень, уже пора прямо хоть сегодня пробить и увести наверх. Так, друзья, далее вопрос был по ГМК, что с ним делать, как с ним жить. Ну, смотрите, здесь по ГМК, хотя с одной стороны идет набор позиций и попытка ухода наверх, но я пока не вижу здесь четкого сигнала, который бы указал на то, что набор позиций завершился, все хорошо и идем наверх. То есть, с одной стороны, если рассматривать те процессы, которые происходят на рынке металлов и на российском рынке, его должны бы увести куда-то наверх хотя бы на 27-150. Но и здесь есть признаки того, что все, набор позиций произошел. Но динамика движения вверх, она пока что очень вялая и не указывает на то, что его вот-вот и прямо сейчас поведут куда-то наверх. Здесь, наверное, даже в большей степени связано не то, что касается там металлургов, всех этих слухов про налоги, а то, что есть другие идеи, в которые течет капитал. Норникель, он пока не находится в фокусе всевидящего ока. Так, друзья, далее ВТБ, там открывали коротких позиций по нему через фьючерсы, юридические лица. Но на самом деле у ВТБ картина весьма и весьма позитивная. 4,9, если пробой возникает, то отсюда могут очень быстро оттащить на 5 копеек. Все признаки того, что сегодня или в понедельник произойдет, здесь есть. Единственный какой момент, если этого не происходит и происходит движение вниз с пробоем 48-325, то тогда это движение на рост откладывается и пойдем тестировать сначала 47-750, потом возможно даже потыркаться вот в этот шип, который здесь нарисовали. Так, друзья, вопрос был по Озону, что делать, но вот недельный таймфрейм ставим по Озону, здесь ничего такого страшного не происходит. Но еще на той неделе была попытка развернуться, чтобы откатиться на 3900, но пока здесь ничего страшного, кроме фиксации прибыли, которая была в результате этого волшебного роста, пока не произошло. Так, друзья, переходя на дневочку, здесь на самом деле у Озона сейчас есть ключевой уровень, это 4150. Если этот уровень будет пробит,
то тогда весьма вероятно уже в ближайшее время будет коррекционный откат с целью сходить на 3850-3800, вот сюда вот. С одной стороны, здесь вроде бы произошел разворот, с другой стороны, этот разворот по некоторым признакам выглядит весьма неубедительно. Так, друзья, ну и здесь вот, переходя на 4-часовик, здесь созрела идея для коррекционного отскока. В общем-то, импульс движения, цель которого 4380, вот сюда вот. Это произойдет уже сегодня, если не будет пробития 4200-4190. Тут как бы все приготовилось, все напряглось. Но здесь какой момент? Бумага не очень ликвидная, и при движении к этому диапазону может быть короткое проскальзывание и потом возврат вот сюда вот. Но на текущий момент, с моей точки зрения, есть более интересные идеи. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, идет игра в новом диапазоне, который 73.3, 73.65. Вот сюда вот его перегнали. Ну и, соответственно, страсти-мордасти, скорее всего, сегодня будут развиваться в этом диапазоне. И очень многое зависит от того, как произойдет закрытие этой недели. Если мы закрываемся под вот этим уровнем 73.3, это для рубля на следующей неделе даст шанс вернуться вот в этот диапазон. Если такого закрытия не будет, то продолжается рост доллара против рубля. Так, ну и переходя к часовику, по часовику сейчас идет движение, цель которого тестирование вот этого верхнего диапазона. Если здесь возникает пробой, следующая цель движения находится уже на 74,1. Ну и, соответственно, рост доллара против рубля сбрасывается, если здесь будет коррекционный откат с пробитием 73,3. Друзья, все, основные активы. Спасибо за внимание, удачных торгов.